Привет! Тема Сен-Жерменский мирный договор. Сен-Жерменский мирный договор был подписан 10 сентября 1919 года союзниками Первой мировой войны с одной стороны и Республикой Германская Австрия с другой. Подобно Трианонскому мирному договору, заключенному с Венгрией, Версальскому мирному договору, заключенному с Веймарской республикой, он содержал конвенант Лиги наций. Сен-Жерменский мирный договор не был ратифицирован Соединенными Штатами Америки. За ним последовал отдельный мирный договор, американо-австрийский мирный договор 1921 года, или мирный договор между Соединенными Штатами Америки и Австрией Treaty of Peace between Austria and the United States of America. Церемония подписания договора состоялась в Сен-Жерменском дворце. Когда крах австро-венгерской армии достиг кульминации в битве при Витория-Венето, социал-демократ Карл Реннер был избран канцлером Австрии. В ходе революции Астры или хризантемной революции в Венгрии Венгерская Народная Республика во главе с Михаем Карой объявила о расторжении реального союза с Австрией. С заключением перемирия 3 ноября 1918 года судьба австро-венгерской монархии была решена. 11 ноября 1918 года император Австрии Карл I официально заявил об отказе от всякого участия в управлении. Выборы в Конституционной ассамблее Австрии состоялись 16 февраля 1919 года. Ассамблея переизбрала Карла Реннера государственным канцлером. Когда канцлер Реннер прибыл в Сен-Жермен-Ан-Ле, близ Парижа 14 мая 1919 года, он и австрийская делегация оказались исключенными из переговоров, которые вел премьер-министр Франции Жорж Клемансо. После ультиматума союзников Реннер подписал мирный договор 10 сентября. Трианонский мирный договор, заключенный в июне 1920 года между Венгрией и союзниками, завершил ликвидацию монархии. В договоре указывалось, что Австро-Венгерская империя должна быть распущена. Согласно статье 177, Австрия наряду с другими центральными державами взяла на себя ответственность за развязывание войны. Новая Первая Австрийская республика признала независимость Венгрии, Чехословакии, Польши и королевства сербов, хорватов и словенцев. Договор включал положение ликвидации Австро-Венгерского банка и военной репарации в виде крупных сумм денег, направленных союзникам, однако точная сумма никогда не была определена. Цислейтании пришлось столкнуться со значительными территориальными потерями, более 60%. Земли Богемии и Моравии, современная Чехия, включая небольшие прилегающие территории Нижней Австрии, составили ядро созданного государства Чехословакия. Австрийская Силезия, которая была предметом польско-чехословацкой войны в январе 1919 года, была разделена между Чешской Силезией, Польской, Тишинской Силезией и включена в состав автономного Силезского воеводства. Бывшее королевство Галиции и Лодомерии отошло к Польской республике. Буковина перешла к королевству Румыния. Южная половина Тирольского графства отошла к Италии. Единственное заморское владение Австро-Венгрии, ее концессия в Тяньсине, была передана Китаю. Западные части венгерских графств, говорящие преимущественно на немецком и хорватском языках, были переданы Австрии.
Статья 88 договора требовала от Австрии то, что Австрия не могла вступать в политический или экономический союз с Веймарской республикой без согласия Лиги наций. Воинская повинность была отменена, и численность австрийской армии была ограничена 30 тысячами добровольцами. Существовало множество положений, касающихся судоходства, передачи железных дорог и других деталей, связанных с распадом Великой империи на несколько небольших независимых государств. В целом, значительное сокращение населения, территории, ресурсов – все это нанесло, конечно же, огромный ущерб.